Владимир, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в Информатическом суде. Вы человек искусства, известный фотограф, да? Что вы сегодня делали в зале номер 7 Коммунического суда? Я слушал Платона Леонидовича Лебедева. И надо признаться, мне очень и очень интересно, несмотря на то, что я хоть и имею высшее образование, но все-таки гуманитарное. Несмотря на это, мне все понятно, все доходчиво и убедительно. Я уже не первый раз слушаю, и надо сказать, что ощущение складывается, что ты присутствуешь на лекции в каком-то университете экономическом или юридическом. Настолько все по полочкам, все доходчиво. Теперь, если меня спроси о стоимости нефти, когда она лежит в земле, и что эта стоимость не равна стоимости, когда она отгружается заказчику, и о том, что существуют какие-то экономические риски при добыче, отгрузке, купле-продаже и так далее, я более-менее теперь вообще все понимаю, вообще из чего состоит этот бизнес. Это, во-первых, мне просто интересно. Потом мне, конечно же, интересно, как аргументированно, четко все выкладывается, ясная картина, и я понимаю, и вообще складывается ощущение, что это не подсудимый выступает, что какой-то происходит перевертыш, что подсудимые это как раз те люди, которые представляют прокуратуру. Полное ощущение. Я эмоциональный человек, и в принципе я занимаюсь, что называется, трансформацией эмоций, даже я бы сказал, производством их, да. И вы знаете, сначала, когда я увидел вот эту мизансцену, о которой я слышал, говорил Сергей Юрский, по поводу того, что ее нужно прекратить. Люди находятся в этом стеклянном шкафу, да, заградительном, и он говорил о том, что это унизительно, да, зачем, можно совершенно как-то более-менее открыто. Я, когда смотрел на это, у меня складывалось любопытное ощущение. Я подумал, а вот сейчас как-то, вы знаете, это же там, с моей точки зрения, достояние нашей страны. Это действительно элита нашей страны. Вот потому как они говорят, их фигура речи, их мысли, их доводы, они меня убеждают в том, что это-то и есть элита нашей страны. Как вы думаете, какой будет процесс? Оправдательный или... Вы знаете, я сейчас позволю себе сказать то, что мне пришло. И мне бы хотелось, чтобы, если это случилось, чтобы это, как бы сказать, не вырезали, а оставили. Я смотрю на этот процесс такой с бытийной точки зрения. Я аполитичный человек, но при этом я вижу здесь как бы библейский сюжет. Это не тот сюжет, который видит Арво Пярт, Давид и Голиаф. У меня другое. Это воплощенная Нагорная проповедь, а именно тот самый момент, когда Христос говорит о непротивлении злу насилием. Просто наглядно. Я вам сейчас все перечислю, и вы поймете, что произошло. И очень важно в этой Нагорной проповеди не вырывать из контекста, иначе все как бы рушится и ничего не происходит. Если тебя ударили по левой щеке, то обрати к нему и другую. Если мы в этом деле просто видим это наглядно. И если с тобой захотят судиться и потребуют у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду. Тоже наглядно все это было. И если тебя принудят идти одно поприще, первый суд, иди с ним два. Второй. И вот после того, когда последовательно поэтапно проходятся все эти испытания, зло отступает. Я не надеюсь на человеческий фактор. Я не надеюсь, потому что разум оскорбляется, когда ты слышишь доводы противоположной стороны и видишь, что нету никаких аргументов. И я понимаю, что процесс продолжается. Уже давным-давно он должен был прекратиться. Давным-давно люди должны быть на свободе и приносить пользу, по крайней мере, этой стране. Но ничего этого не происходит. Я не верю в человеческий фактор в этом вопросе. Я верю вот как раз в то самое высокое. Потому что, пройдя весь этот этап, зло отступит обязательно.